Глава 25. Значение Венеры. Эта планета влюбленных очень привлекла даже ученых, и в настоящее время много делается для того, чтобы обнаружить таинственное влияние планеты, порождающее любовь. Венера – очень древняя планета, известная во всем мире под разными названиями. Греки называли ее Афродитой, связывая с сексуальными влечениями человечества. Вавилоняне называли ее Нана, ассирийцы – Иштар. Евреи знали ее под именем Астарет, а финикийцы – Астарта. На Западе ей дали два названия – Фосфор и Гесперус, что связано с ее яркостью и тем, что она появляется утром или вечером. Великому греческому философу Пифагору выпало на долю устранить недоразумение о том, что это две разные планеты, и таким образом подчеркнуть, что восход звезды вечером, сразу после захода Солнца, или незадолго до восхода Солнца, был астрономическим явлением, а не появлением двух совершенно разных планет. Венера действительно является очень яркой планетой, и невооруженному глазу она кажется самой яркой звездой. По размерам она почти не уступает Земле. Ее диаметр составляет 7600 миль, в то время как диаметр Земли составляет 7900 миль. Ее период обращения вокруг Солнца составляет 225 дней, против 365 земных дней. Она покрыта плотной атмосферной завесой. Яркость Венеры обусловлена отражающим свойством окружающей ее атмосферы. Индуисты придавали Венере огромное значение, считали ее наставницей демонов, асуров, и называли Шукрачарьей. С точки зрения астрологии, почти во всем мире Венере присвоен символ круга, помещенного поверх креста. Крест обозначает 4 стороны света Земли, вращающийся вниз в сфере материализации, в то время как круг верхней его части представляет нашу Солнечную систему. Положение круга над крестом означает, что высшие принципы работают на эволюцию низших, не будучи поглощенными последними. Именно в этом заключается функция Шукрачарья, который обучает демонов, сам не приобретая демонических качеств. В аллегории повествования Амриха Сандживани мы находим историю о смерти и воскрешении Качи силами Шукры, и о том, как Шукра после также был воскрешен уже Качи. Кача был сыном Юпитера, и боги поручили ему узнать секрет бессмертия у Шукрачари, который раскрыл секрет, когда Кача отправился учиться этому у Венеры. Диваяни, дочь Шукрачари, влюбилась в него. Кача узнал секрет, но позже выяснилось, что он шпион богов, и поэтому был убит Шукрачари. Диваяни умоляла своего отца воскресить Качу. Случилось так, что сам Шукрачари позже был убит и воскрешен Качей с помощью секрета, полученного им от Венеры. Аллегория показывает, что божественный дух Кача должен войти в материю, дочь гуру Асуров Шукрачари, чтобы узнать секрет бессмертия и вечного воскрешения. Но последняя, сама материя, может быть возведена в божественный статус с помощью духовной силы, приобретенной в процессе. Этот опыт приходит благодаря урокам Венеры. Венера играет важную роль в материализации духовной сущности человека, а также в одухотворении и придании вечной жизни одухотворенной сущности материи. Очевидно, поэтому влияние Венеры велико на оба типа человеческих существ. Для мирских людей, все еще вовлеченных в материальную жизнь, она важна для получения мирских удовольствий и личного психологического удовлетворения, в то время как для людей, стремящихся к духовному бессмертию, она раскрывает секрет бессмертия. В экзотерической астрологии Венере приписываются различные характеристики. Считается, что это женская и благотворная планета. Это планета искусства и любви. Она управляет Тельцом, вторым земным и неподвижным знаком зодиака, а также весами, седьмым знаком зодиака, который считается воздушным и подвижным. Телец предполагает приятную личность, а весы указывают на изящные манеры, спокойствие и выдержку. Венера – планета гармонии, единения и родства. Вот почему люди, управляемые Венерой, красивы, добры, общительны и любвеобильны. Венера также связана с музыкой, изобразительным искусством, парфюмерией, наслаждением жизнью, мужем или женой, партнерами по бизнесу, богатством, одеждой, украшениями, транспортными средствами, сокровищами, поэзией, счастливыми событиями в жизни, направлением на юг и восток. Информацию об этих вещах следует искать через Венеру. Венера – 7-летний ребенок. Говорят, что он одет в разноцветную одежду. У него черные вьющиеся волосы, его тело цвета бирюзовое, травянистое. У него очень красивая внешность и большие глаза. Весной правит Венера. Это планета Раджаса или страстных наклонностей. Места, связанные с Венерой, это гарем, спальня, танцевальный зал, театр, кинозал, сады, фонтаны и другие места для развлечений. Она тесно связана с шелком и вискозой, промышленными кварталами, парфюмерными и химическими фабриками, а также автомобильными заводами. Счастливый камень Венеры – алмаз, а ее металлы – медь и серебро. Ее счастливый цвет белый, кремовый и слоновая кость. Ее счастливый день пятница. Ее счастливые числа 6, 15 и 24, цифры, которые в сумме дают 6.
У Венеры есть свои счастливые звезды, связанные с созвездиями Бхарани, Пурва-Пхалгуни и Пурва-Ашатка. Венера управляет глазами, половой системой, горлом, щеками и почками. Плохая Венера в гороскопе может привести к заболеваниям, связанным с этими частями тела. Венера дает профессию музыкантов, драматургов, киноактеров и актрис, художников, ювелиров, работу на транспортных предприятиях, а также на фабриках серебра, шелка и парфюмерии. Венера также управляет цветовым восприятием человека. Главными друзьями Венеры являются Меркурий и Сатурн. Солнце является ее врагом, в то время как Марс и Луна нейтральны. Венера сильна в 4-м доме. Качество Венеры очень сильно меняется, когда она находится в соединении с другими планетами. Например, когда она находится Солнце в каком-либо доме, это может привести к некоторым существенным противоречиям. Если она расположена рядом с Луной, то ее влияние будет на ученых людей, занимающихся торговлей текстилем. С Марсом Венера может наделить качествами бойца и безнравственного человека. С Меркурием она наделяет ораторскими способностями, способностью руководить массами. А с Юпитером Венера делает человека умным, образованным и позволяет ему иметь идеальную жену, способную и артистичную. В сочетании с Сатурном Венера делает человека скульптором или клерком. Хотя аспект Венеры ограничен только 7-м домом, в Вимшатари Махадаши ей присвоен самый продолжительный период – 20 лет. Взятые вместе с Сатурном и Раху, эти 3 планеты управляют примерно половиной общего периода, определенного для всех 9 планет вместе взятых. Поэтому важно учитывать влияние Венеры и ее взаимосвязь с Сатурном и Раху на характер жизни и уровень комфорта, которым человек наслаждается в течение отведенного ему жизненного периода. Венера очень важна в 1-м доме. Здесь она придает здоровое телосложение, привлекательный внешний вид, веселый нрав и ученый темперамент. Человек надежен и долгоживущ. Во 2-м доме Венера делает человека поэтом и наделяет его богатством, парой больших глаз и умной речью. В 3-м доме Венера приносит несчастье, непопулярность и неудовлетворенность в семейной жизни. 4-й дом очень благоприятный для Венеры. В этом случае она делает семейную жизнь человека счастливой благодаря автомобилям, драгоценностям и красивой одежде. Это делает жизнь мирной и успешной. В 5-м доме делает человека мудрым, богатым, наделенным множеством детей, особенно дочерей. Такие люди обладают способностью защищать других. В 6-м у человека нет врагов, нет богатства, и он непоследователен и коррумпирован. Венера в 7-м доме делает человека страстным, романтичным и распутным. Когда эта планета находится в 8-м доме, человек богат, правит землей и получает неожиданное наследство. У него проблемы с головой, он разочаровывается в любовных делах и становится набожным в конце жизни. Венера в 9-м доме делает человека уважаемым государством. У него любящая жена и много детей. Он любит искусство, хотя эгоистичен и религиозен. Если Венера находится в 10-м доме, то человек по профессии художник. Он уважает божественных личностей и родителей. У него есть экипажи, он общителен, богат и получает хорошее образование. Венера в 11-м делает человека богатым, обеспеченным, романтичным. У него много прекрасных детей. Он приобретает большую популярность. Венера в 12-м делает человека недалеким, сексуальным, беспринципным, умным лжецом, и у него слабое зрение. Интересно наблюдать, как меняются склонности Венеры в разных знаках зодиака. В Овне она делает человека экстравагантным, легким на подъем, мечтательным, артистичным, нерелигиозным и печальным. В Тельце, которым владеет сама Венера, планета делает человека красивым, чувственным, любящим природу, музыку и танцы. В Близнецах Венера делает человека богатым, вежливым, добрым и хорошим логиком. Она дает ему 2 брака, заставляет его любить изобразительное искусство и, как правило, быть материалистом. В Раке Венера делает человека меланхоличным, эмоциональным, чувственным и несчастным. Венера во Льве дает деньги через женщин и делает человека страстным, гордым и ревнивым. Дева делает человека мелочным, лживым, богатым и образованным. Венера в Весах рождает государственного деятеля, поэта и счастливого в браке человека, обладающего интуицией, философствующего и красивого человека, у которого много возможностей путешествовать. В Скорпионе это приводит к рождению вспыльчивых и низкорослых личностей, которые несправедливы, неудачливы в любви и небогаты. Когда Венера находится в Стрельце, человек среднего роста, счастлив в своей жизни, пользуется высоким статусом, пользуется уважением, добр и откровенен. Венера в Козероге сделает тело слабым, но даст сильную сексуальную жизнь и сделает Натива амбициозным, беспринципным, надменным и образованным. В Водолее Венера наделяет человека средним ростом, привлекательной внешностью, остроумным темпераментом и острым интеллектом, услужливым нравом, и этот человек будет нравиться окружающим.
Рыбы– хороший знак для Венеры, где она делает человека умным, образованным, справедливым, скромным, изобретательным, утонченным, уважаемым и стремящимся к удовольствиям. Венера является причиной очень многих важных йог. Некоторые из них, которые были очень важны, это Малавья, Пхери и Амсаватара. В соответствии с Малавьей, йога, которая формируется занятием кендры Венеры, которая должна находиться либо в своем собственном знаке, либо в знаке экзальтации, человек становится сильным телом и умом, счастливым в своей семейной жизни, богатым, владеющим большим количеством транспортных средств, наделенным чистыми органами чувств. Он был бы знаменит и образован. Пхери-йога формируется, когда Венера является владыкой асцендента, а Венера и Юпитер находятся во взаимных кендрах, и владыка девятого дома находится в мощном расположении. Люди, рожденные в этой йоге, наделены долгой жизнью, свободой от болезней, властью над обширной территорией и богатством, а также получают счастье от жены и детей. У них возвышенная душа, щедрый нрав и религиозный темперамент. Согласно Амсаватара йоги, Венера и Юпитер должны находиться в кендрах, асцендент должен находиться в подвижном знаке, а Сатурн должен быть экзальтирован в кендре. Результатами этой йоги является незапятнанное имя и слава, разносторонняя ученость, любовь к сексуальным удовольствиям, но умение держать страсти под контролем, авторитет в философии, правитель или равный правителю в том, что касается мирских достижений. Таким образом, мы обнаруживаем, что Венера играет важную роль в гороскопе человека. Хотя она считается учителем датьев, она является одним из лучших талисманов. Ее главная цель – одухотворить человека после его материализации. Поскольку большинство людей, родившихся в нынешнюю эпоху, находятся под влиянием материализма, Венера подчеркивает их материальность и дарует им мирские удовольствия, связанные в основном с сексом и бытовыми удобствами. В счастливых сочетаниях и под влиянием Юпитера или других подобных влияний Венера способна придать даже философский взгляд на жизнь.